Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я не собиралась вообще ничего снимать. Сегодня я просто делала хлеб для себя, но в процессе возникли идеи, которыми с вами хочется поделиться. Время от времени звучит такой вопрос: как приспособить свой график к выпечке хлеба, либо наоборот, как приспособить хлеб к своему графику жизни, потому что бродит он долго, растаивается долго, и как вот все это совместить. Я хочу на примере этого хлеба вам объяснить пару моментов. Вот смотрите, я вчера вечером пришла домой после работы. Время было начало 8 вечера. У меня уже с утра стояла опара. К вечеру она была готова, и я замесила два теста на двух разных видах муки по двум разным рецептам. Время было уже не раннее, и выбраживать положенные от 4 до 6 часов у меня никакой возможности не было. Поэтому я дала тесту побродить 2 с небольшим часа, и в районе 10 вечера я сформовала два вот этих хлеба, положила их в расстоечные корзины и отправила в холодильник. В холодильнике они на текущий момент провели уже порядка 18 часов. То есть время брожения составило около 2 часов с небольшим. 18 часов они провели в холодильнике. Они у меня подросли, но мне бы хотелось, чтобы они подросли еще больше. Сейчас вот смотрим. Видите, ямка быстро расправляется. То есть у теста есть еще потенциал к подъему. И сейчас я хочу оставить этот хлеб в корзинах, подходить еще на несколько часов. Я думаю, это будет, может быть, 2, может быть, 3 часа, чтобы они у меня поднялись больше. Сейчас они согреются потихонечку и начнут подниматься. И ближе к концу этого процесса я разогрею свою духовку. В итоге, смотрите, что у нас получается. Несмотря на то, что у меня было мало времени в начале, я дала побродить тесту столько, сколько оно может побродить. И не стала оставлять его в таком состоянии в холодильнике, я сразу заформовала, потому что понимала, что утром тоже не будет времени им заниматься. Поставила в холодильник. Температура на той полочке, где стояли эти две корзинки, около плюс 6 градусов. То есть это довольно-таки прохладно, хлеб может долго стоять при такой температуре. А сейчас, когда я смотрю, что да, хлеб еще может подойти, у него есть потенциал к подъему, посмотрите мое видео про стадии брожения пшеничного теста, чтобы понимать его состояние. И сейчас я, увидев такое состояние моего хлеба, понимаю, что могу дать ему подняться еще, и сейчас у меня время на это есть. То есть час-другой оно у меня постоит в тепле. И этим я отвечаю на вопрос, нужно ли греть заготовки после холодильника. Можно не греть, можно печь сразу. Но если мы видим, что тесто может подняться еще, и хлеб будет выше и пышнее, значит, можно его оставить на некоторое время. Оставляю сейчас подходить. Не знаю, буду ли снимать продолжение. Если будет возможность, я сниму вам, что будет дальше. Ну а сейчас я показала вам раскладку вот по моим возможностям, по времени. Когда я могла заниматься тестом, тогда, собственно, и занималась. Смотрите, прошло 2 часа, и мой хлеб поднялся почти до верха корзин. И сейчас я буду отправлять его уже на выпечку. У меня разогревается духовка. И сейчас чуть-чуть она еще догреется, и я буду отправлять на выпечку. То есть вот эти 2 часа дали нам еще дополнительный подъем. Тесто не перекисло. Ямка расправляется. Тут вот уже не до конца расправляется. Тут вот пока тоже не до конца расправляется. В общем, самое время выпекать. Осталось у меня пару минут догреть духовку и буду печь. Если вам было полезно это видео для понимания работы с тестом, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, будем общаться и печь. Испечем еще много всего интересного. Не знаю, покажу ли я вам готовый результат. Если будет время, то сниму и покажу. Дорогие друзья, я не смогла удержаться и не показать вам вот такой вот хлеб. Замечательный. Причем это второй хлеб из тех двух, которые я вам показывала. И он простоял на расстойке после холодильника еще 2 часа 40 минут, потому что он стоял 2 часа, а потом еще то время, которое пекся первый хлеб. То есть получилось 2 часа 40 минут. И вы видите, что он абсолютно не перестоявший. Он с высоким гребнем, с вот таким красивым, замечательным. Он с отличным широким раскрытием.
Смотрите, какой острый вообще гребешок, красивый. И он совершенно не поплыл, когда я его надрезала. Цвет вот этот замечательный, видите, какой золотистый, красивый цвет. Это как раз признак того, что тесто прекрасно выбродило, очень хорошо ферментировалось, и он достиг как раз именно той кондиции, когда его нужно было печь. Вот такой вот опыт интересный. То есть вы временем расстойки, температурой и временем брожения можете регулировать весь процесс и подстраивать под свой ритм жизни. Если вам интересно хлебопечение, подписывайтесь на мой канал. Здесь мы разбираем всякие разные вопросы, я даю рецепты, а также обмениваемся опытом, обсуждаем разные темы, будем печь, испечем еще много всего интересного. А если видео было полезно, обязательно ставьте лайки. Это поможет продвижению видео для других начинающих пекарей.